Здравствуйте, дорогие зрители! Прошу прощения за столь долгое отсутствие и за то, что видео еще какое-то время будут выходить очень и очень редко. О причинах этого я писал в 2 постах, ссылки на которые будут в закрепленном комментарии. Я не буду тут все это повторять, чтобы не растягивать хронометраж видео. Но я все же смог хоть как-то совместить работу и съемки на YouTube. Так что, дорогие зрители, поздравляю вас с новым 2025 годом. И поздравляю не просто словом, а обзором. И не абы на что, а на кое-что крупное. Знакомьтесь, ТОЛ, Артикул 6012, мега-танковый командир. Ну или Мегатрон из вторых трансформеров Майкла Бэя. Эта постройка была выпущена позже, чем Optimus Prime. И это видно не только по номеру артикула. Была проведена работа над упаковкой. Картон у этой коробки явно потолще. Да, и имеет она как матовые, так и глянцевые поверхности. На передней стороне изображена сама постройка, на этот раз без каких-либо эмблем. Сбоку ручка, которую уже так просто не вырвешь, и габариты модели. Сзади коробки робот изображен в другой позе, а также показаны его функции и подвижные элементы. А вот внутри коробки изменений нет. Как и у предыдущего, еще 2 наполовину заполненные коробки, на которых есть еще одно изображение постройки, выполненное из контуров, что вдохновлено дизайном коробок Лего для наборов из серии Ultimate Collector. Что ж, по внешнему осмотру и распаковке на этом все. А значит, приступаем к сборке. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход.
Ну зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон.
Ну вот и все. Мы собрали. Поскольку этого меха Тол разработал явно позже, чем Защитника Справедливости АК Оптимуса Прайма, то помимо обзора проведем и сравнение. Начнем с положительных моментов. Конструкция туловища у мега-танкового командира намного лучше. В нем уже нету той сети нецелесообразных техник-бриков, что позволяло разорвать Оптимуса на части. Также пустоты для облегчения веса в Мегатроне полностью скрыты. Робот очень устойчив, даже устойчивее предшественника. Помимо этого, хочу отметить достаточно большое число запасных траков, при том, что ни один не был ни поврежден, ни недоотлит, а не как это было у Хуангуан, где было 10 запасных и 10 поврежденных. На этом его плюсы заканчиваются, и, к сожалению, остаются только минусы. И основным у него является огромная куча незатайленных пинов. Хе-хе, шучу! Больше всего мне не понравилось то, что ноги у него выполнены крайне непрочно. В своем основании он держится буквально на 4 пинах. Помимо этого, в ногах полностью отсутствует подвижность. Подвижные сочленения в коленке и стопе выполнены только для галочки. Конструкции подходят друг к другу очень плотно и не могут быть никак отклонены. А если попытаетесь, нарветесь на результат, закономерный для таких конструкций. Аналогично и с тазобедренным. Чтобы закрывались эти лепестки, робот должен быть завален назад. А вот отсутствием возможности отклонить ногу в бок я скорее доволен. Когда я пытался запихнуть Оптимуса на верхнюю полку, он садился на шпагат, что выглядело очень некрасиво. В итоге его ноги пришлось приклеивать. Плечевой сустав тоже выполнен намного хуже. Мало того, что детали с клипсами под шары никак не стянуты, так они еще и никак не сжимают шарнир. В итоге, если рукой шевелить, то техник-коннектор вылетит, и рука просто будет болтаться как колбаска. Качество отливки аналогично вызывает вопросы. Все техник-элементы исключительно тугие, когда как систем есть как тугие, так и в помине не держащиеся друг с другом. Также оттенки деталей в рамках одного цвета как разнились, так и разнятся. На сером, к сожалению, камера это не видит, на черном было заметнее, но на глаз различаются ощутимо. Наклейки в этом наборе тоже отличаются от тех, что были у Оптимуса. Там были наклейки на отделяемой подложке, когда как здесь подложка просто прозрачная. И тут я это считаю вполне себе оправданным, ибо такие спагетти было бы очень легко повредить. Но напечатаны они криво. По поводу улучшения, все, что я мог бы поменять, это просто перевернуть вот эту руку, чтобы она сгибалась туда, куда надо, а также немного доработать конструкцию пушки, чтобы фонарик можно было включить, не отсоединяя. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.